Привет! Как и обещала, начинаю серию видео по поводу 1С Камин. Итак, что же это вообще за программа 1С Камин и для чего она нужна? Я в нее зашла, и когда мы заходим, высвечивается вот такой вот общий журнал. Эта программа изначально нужна для ведения кадров, то есть прием, увольнение, изменение зарплаты, какие-то кадровые перемещения и тому подобное. Договора, табели, да? Это начисление зарплаты, учет рабочего времени и всякие разные справки. Вообще изумительно прекрасная программа именно для этих целей. Итак, с чего же мы начинаем ведение нашего учета в камин? Это, конечно же, с того, что мы начинаем забивать сведения о нашей организации. Заходим в справочники и организации. Зашли. Высвечивается список организаций, то есть, как понятно, мы каждую новую создаем, как и в программе 1С, либо клавиша Insert, либо нажимаем вот сюда на плюсик. Кстати, забыла сказать, что это камин на базе восьмерки. Итак, значит, что мы делаем? Когда мы нажали Insert, у нас высветится вот такое окно. Я сделала изменить, потому что уже забила. Сюда данные. Итак, вбивается наименование нашей компании, ИНН, ОГРН, адрес нашей компании, налоговый орган, то есть это мы выбираем следующее, нажимаем Insert и вбиваем сюда данные вашей налоговой инспекции. И тут я обнаружила ошибку, если я ее обнаружила, так как я ввела правой клавишей межрайонная, ошиблась, и так исправляем. Ну, не такой большой, конечно. И сюда тоже. Межрайонная инспекция. Итак, вот ввели и нажали двойным щелчком левой клавишей мышки. Что мы делаем? Как вводим адрес? Да, может быть юридический и фактический он отличаться. В данном случае у нас с вами все сходится. Нажимаем на кнопочку с тремя точечками. И, в общем-то, здесь начинаем это все вбивать. Я думаю, что здесь не составит какого-то труда. То есть мы ставим курсор и начинаем вбивать, да, то, что нам необходимо. То есть вот таким вот образом. Если у вас введем ладер, то это вообще чудесно. И тогда отсюда будет гораздо удобнее выбрать адрес. Значит, на этом я останавливаться не буду. Почему? Потому что мы это с вами рассматривали. Так, сохранить нет, потому что, чтобы у меня не удалился адрес. Итак, значит, как ввести адрес, думаю, в этом не составит никаких проблем. Тип региона. Если у вас есть тип региона, да, то вы выбираете, если это обычный или с районным коэффициентом, или северный. Почему северный, да, потому что у нас есть не только районный коэффициент, но и северный. Если вы вбиваете, соответственно, обычный у вас регион, то вы ставите обычный, у вас исчезают вот эти вот северные, районные коэффициенты и тому подобное. Итак, по поводу районного коэффициента у нас 50%, но здесь не процент ставится, а именно 1,5. А здесь максимальная северная надбавка. У нас 80%. Следующее. Забиваются коды. Да, то есть это регистрационный номер ПФР, регистрационный ТФОМС, ФСС, то есть фонд социального страхования, ОГРН, ну и так далее. Вообще, откуда это можно взять? Это можно взять эти коды. Первое. Вот этот код вам должен был прийти по почте по регистрации в пенсионном фонде. То же самое в этой же бумажке будет и ТФОМС. Что касается ФСС, фонда социального страхования, он тоже приходит автоматически по почте. Если мало ли вы не получили именно эти регистрационные номера, то вам просто стоит обратиться в ваш пенсионный фонд по месту регистрации вашей компании либо индивидуального предпринимателя. Обратите внимание, если вы вбиваете индивидуального предпринимателя, то вы здесь вбиваете не его личный регистрационный номер, а регистрационный номер в качестве работодателя.
То же самое, если не знаете ваш регистрационный номер в фонде социального страхования, заговариваюсь, обращайтесь, вам, в общем-то, говорят. Вот этот, это ГОРН, он выдается в момент регистрации, выглядит точно так же, как ИНН, только ну, немножко по-другому. Значит, у ГРН у юрлиц всегда начинается на единицу, а у индивидуальных предпринимателей начинается на тройку. Следующие две цифры, они говорят, в каком году была зарегистрирована та или иная компания или предприниматель. Потом номер региона, в каком зарегистрировано, номер налоговой инспекции 05, да, в данном случае, и уже сам регистрационный номер. Следующие вот эти коды ОПКО, АКАТА, и вот, кстати, АКАТА это в каждой области, в каждом регионе, он постоянно один у всех. Вот этот код вы можете посмотреть с выписки выписки из статистики, и там будет вот этот вот ОКПО. И вот эти вот коды, они идут у юрлица. Так, значит, это общество с ограниченной ответственностью, в общем-то, мы написали. И вот таким вот образом у нас сбиваются сведения об организации и коды. Теперь следующую закладку должностные лица смотрите в следующем видео. На этом до свидания.